Я все думала, что же на наших пальмах есть такое, висит. Оказалось, что это фильтр. Сегодня мы находимся в районе Енишехира. Хотела бы немного поговорить с вами именно о районах города Мерсин. Вот такие финики растут у нас в Мерсине. Обалдеть! Всем привет из прекрасного солнечного города Мерсин. Меня зовут Анастасия, я представляю лицензированное агентство недвижимости Нора Гари Минкуль. Сегодня мы находимся в районе Енишехира. Хотела бы немного поговорить с вами именно о районах города Мерсина. Разобрать каждый район, какой район больше для кого подходит и так далее. Ну, так как сейчас мы находимся именно в Енишехире, хотела бы поговорить сначала о Енишехире. Данный район больше всего подходит для тех, кому нужен активный образ жизни, для тех, кто привык куда-то выходить погулять, хочет просто выйти из дома, ему не нужно никуда ехать для того, чтобы сходить в торговый центр или просто прогуляться до прекрасной набережной. Также школы, университеты, торговый центр Форум, Марина. Это все находится именно в Енишехире, именно в нашем районе. Кстати, я и сама живу именно в этом районе. И я не просто так его выбрала, потому что у меня растут двое детей. Одному 3 года, второй дочери у меня 12 лет. Ну и, соответственно, для меня важна инфраструктура. Мне важно, чтобы моим детям было куда выйти. А не так просто выйти там на пляж, который, ну, если можно его назвать пляжем, и сходить в магазин за хлебушком. Итак, вот посмотрите, какая прекрасная у нас здесь набережная. Здесь очень много детских площадок, есть фонтаны, люди постоянно здесь гуляют. Так как сейчас день, конечно, людей мало, люди нормальные сейчас работают, так же, как и мы. Но посмотрите, какая она прекрасная, эта набережная. И она очень редко бывает без людей. Даже сейчас вот люди сидят, катаются на качелях. Вот сегодня 8 октября. На улице у нас плюс 27 градусов. Видите, все ходят раздетые, у нас еще лето не закончилось. Вот очень много, кстати, такого, когда таких случаев бывает, когда люди просто выходят, сидят вот так вот на зеленой травке, делают себе небольшие пикники с семьями, с детьми, просто молодежь выходит и гуляет. Мерсин, он всегда зеленый. Здесь прекрасное море. Море прекрасно не самими пляжами, потому что в самом городе, учитывая и пригороды, здесь нету прекрасных пляжей. Все хорошие пляжи начинаются примерно 60 километров от города. Там, конечно, да, я могу сказать вот с чистой совестью, что там есть пляжи. Здесь вот такой вот есть мемориал футбольному клубу «Галатасарай». В летнее время тут постоянно у нас фонтан работает с подсветкой очень красивой. Как бы в Енишехире есть куда пойти. И, кстати, цены в Енишехире, ну, на порядок дешевле, чем в отдаленных районах, там, где покупают наши соотечественники. Так что здесь можно найти квартиру примерно 1+1 от 27 тысяч евро в районе Енишехира. Заканчиваются, конечно, здесь квартиры на первых береговых до 2, 3, 4 миллионов. Итак, давайте теперь поговорим о районе Соли. Это очень популярный в нашем городе район. Ну и среди нашего местного населения, это турков, и среди наших соотечественников. Чем он популярен, чем он вообще хорош? Во-первых, это тихий, спокойный район. Во-вторых, там как раз вот нормальные песчаные пляжи, без всяких камней. Там нету практически гальковых пляжей и каменистых, там все песок. И этот пляж, ну, расстоянием приблизительно 4-5 километров точно есть. Вот. Также в данном районе квартиры в основном очень большие. 3+1, 4+1, 5, 6 и так далее.
Ну и сейчас вот новые застройщики начали строить там уже меньше квартиры, 2+1, 1+1. Ну, конечно, это очень редкость, но все же. Данный район еще чем отличается от отдаленных районов, ну и от Енишехира? Тем, что там тихо, спокойно, но и есть вся инфраструктура. Там есть банки, банкоматы, небольшой торговый центр, соли-центр, больницы, школы. Школ там очень много, ну просто много. Детских садов также много, ну и море там недалеко. Вот. И цены в этом районе начинаются от примерно от 32 евро. Приблизительно вот так вот. Ну, самые дешевые, такие скромненькие. И выше. Вот. Ну и теперь давайте пойдем по удаленности. Это наши районы. ТДЖ, очень популярный район, сейчас очень много наших соотечественников там живут. И он неплохой, хороший, спальный. Да, там очень рядом море, практически самый дальний, мне кажется, дом, там расположение где-то. Самый дальний дом, получается, от моря, ну где-то 600-800 метров. Все в основном дома до вот, 300, 400, 500 метров от моря. Те, кто хотят жить именно прямо возле моря, лучше, конечно, выбирать район ТДЖ, но о районе ТДЖ тоже нужно знать. В данном районе практически нету пляжей, потому что там пляж более каменистый у нас. Ходить, ну куда там сходить? Кафе, ресторанов практически нет. Ресторанов точно нету, знаю. Кафе там парочку каких-то кебабчи, что-то такое. Ну, в принципе, ходить некуда. Сходить просто вот так до моря прогуляться и сходить в магазин за хлебушком. Вот это вот такой район. Тихий, спокойный. На данный момент он очень хорошо расстраивается. Стройки идут, стройка на стройке. Вот. Цены начинаются в районе ТДЖ от 34 тысячи евро. Самые дешевые 1+1 и так далее. Вот. Pamuklu şeker ne kadar? 5 lira. Aha, bir tane. Teşekkür ederim. Ну вот теперь давайте поговорим о районе Чешмели. Данный район, там очень много наших соотечественников, ну просто очень, особенно из Москвы, там просто их вот просто много. И он отличается чем? То, что там есть огромные жилые комплексы с аквапарками, с бассейнами, по 8, по 10 бассейнов, там с аквапарками и так далее. Да, этот район хорошо подходит чисто для сезонного, как говорится, отдыха. Вот прийти, приехать на недельку, отдохнули, все, накупались, наплавались и уехали обратно к себе в Москву, грубо говоря. Вот. Но на постоянное место жительства не очень. И пляжи, кстати, там в районе Чешмели очень-очень плохие, ну вот честно. Я как бы сама, если честно, не была на этих пляжах, но мои клиенты, которые случайно покупали, даже не покупали, а брали в аренду в этих районах, они сказали, ну там вообще кошмар. Вот, как-то вот так. Это, как говорится, мнение людей, которые там были. Они туда попадали на аренду. У других риэлторов брали аренду посуточные. Да, Байса. Да, это финики. Я все думала, что же на наших пальмах есть такое, висит. Оказалось, что это финики. Он, один вижу отсюда, вот он уже, ага. Угу. Смотрите. Вот. Такие финики rastut у нас в Мерсине. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ага. Айша, на. Спасибо, Айша. Короче, как классно мы сюда пришли. И фиников попробовали, настоящих, который вот-вот прям он сорвал с дерева.
теперь поговорим о районе, который не менее популярен, чем ТДЖ для наших соотечественников. Это район Тумюк-Арпач-Бахшиш. Ну, чисто высказываю свое мнение. Кто там живет, может, кому-то там нравится жить. Но, честно, я никогда бы не смогла там жить. Почему? Потому что там нет никакой инфраструктуры. Там, ну, куда можно пойти? Куда можно пойти именно в этом районе? На пляж. А зимой что вы будете делать в этом районе? Скажите, магазины? Ну да, там есть пару магазинов. Может быть, одна аптека на весь, как говорится, на все село. И дальше. А для того, чтобы ехать, вам надо будет в цивилизацию ехать до района Эрдемли. Это минимум 10 километров. Ваши дети будут ходить в школу также, минимум 10 километров. И в садик будут туда же кататься каждый божий день. Вот сами подумайте, да, пляж там хороший. Но это район именно такой, который подходит для сезонного отдыха. Вот приехал летом, отдохнул и уехал. Потому что зимой, вот на данный момент, сейчас там практически никого уже нету. Понимаете, почему? Потому что у людей дети ходят в школы. И наши используют данные районы только как дачи. Так что думайте сами, какой район вам больше всего подойдет. Ну, дальше идет Эрдемли. Ну, Эрдемли это небольшой городок, как бы со всей инфраструктурой, да, его тоже можно рассматривать для жилья. Но все же там люди живут свои, и они немного специфические. И менталитет у нас с ними очень сильно отличается. Я имею в виду нас, это у русских, у русскоговорящих и настоящих таких коренных турков. Они совсем разные. И не всегда комфортно нам вместе жить. Так что вот такие вот дела. А сейчас я покажу вам наш прекрасный Мерсин. Наслаждайтесь. Мы находимся, напоминаю, в районе Енишехир. Ну вот и все. Я, в принципе, рассказала вам про наши основные районы, в которых мы живем, турки живут, русские живут, и все наши русскоговорящие и так далее. Вы сами будете делать вывод, где вам жить. Потому что я сама выбрала данный район, в котором я живу. Вот всем моим клиентам я всегда показываю и один район, и второй, и третий, все полностью, чтобы люди понимали и видели, какой же все-таки контраст имеется между всеми этими районами. Вот. Но обязательно в следующих выпусках я выставлю видео именно по другим районам, о которых вы, возможно, еще даже не знаете. Это о тех районах, где у нас все-таки есть прекрасные пляжи в Мерсине. И если вы покупаете для сезонного отдыха, вам просто нету никакой разницы, где там дом, где инфраструктура, где цивилизация. Но там есть прекрасные пляжи, и мы сами на них отдыхаем, мы туда ездим. Потому что в городе мы не плаваем. Честно, мы сюда приходим, вот для этого мы живем в этом городе, для этой прекрасной набережной. Мы знаем, что у нас здесь прекрасное море, оно теплое. В любой момент мы можем сюда прийти. Но мы ездим отдыхать в другие районы. Вот, с вами была Анастасия, агентство Нора Реминкуль. Я благодарю вас за то, что вы просмотрели наше видео до конца. Всем пока-пока, до скорых встреч!